Здравствуйте, любимые мои подписчики и гости моего канала. Благодарю всем, кто пишет мне замечательные комментарии. Вот вчера буквально, да, были написаны, позавчера, замечательные комментарии по поводу моего голоса и прочее. Да, спасибо вам, девочки, большое за ваши такие добрые слова еще раз. Кто у меня спрашивал по поводу расклада на тему, почему он не поздравил с 8 марта, этот расклад я сделаю в воскресенье. То есть смотрите такой расклад на эту тему, в воскресенье я обязательно его сделаю. А сегодня я сделаю расклад на тему 4 короля, планирует ли он встречу. Вот на ютубе просто люди любят вот именно на тему 4 королей, да. Я понимаю, на Дзене вот у меня немножко разная аудитория, поэтому мне сложно. И поэтому я стараюсь и такой расклад делать, и другой. Я надеюсь на ваше понимание. Итак, давайте посмотрим на 4 королей, планирует ли он встречу. Что нам карты расскажут? И как обычно я вам предлагаю смотреть на выбор, либо по короля какого-то выбирать, либо полностью. То есть, потому что вы не всегда можете сделать правильный выбор, не все умеют правильно понимать, что говорит их интуиция. Итак, как обычно я делаю преддиагностику состояния короля на данный момент. Может быть, даже покажут, что у вас в отношениях. Ну, посмотрим. Вот первый король вышел, и здесь выходит женщина, да? Здесь женщина выходит какая-то, с которой он, скорее всего, хочет закончить отношения. Женщина воздушной стихии, король огненной стихии, не обязательно, просто это может просто даже с вами срезонировать, вы это почувствуете. Потому что не каждый знает, какой стихии. Всегда лучше смотреть и по солнечной стихии, и по асценденту. И вы не всегда знаете, какой мужчина у вас, какими стихиями владеет, да? Поэтому здесь речь идет о том, что он думает о молчании, вот у некоторых о молчании какой-то женщины воздушной стихии, или же об окончании отношений с какой-то женщиной воздушной стихии. Но тоже женщина не обязательно может быть воздушной только стихии, она может быть просто человеком, который может быть юридическое образование какое-то, может быть логический ум, холодная может быть такого плана. Женщина, которая в каких-то органах, да, вот такого плана женщина может быть в его жизни, и не обязательно это его близкий человек. Это может быть по работе или еще как-то, но он думает о том, что с какой-то женщиной нужно заканчивать отношения. Или же думает о молчании. Ну вот так вот. И кому это срезонирует, смотрите именно его. Так. Как удобно, так и смотрите, как вам подсказывает ваше внутреннее я. Так, следующий какой король? Король Пентаклей здесь идет. Король Пентаклей, который готов взвалить на себя обязательства и пойти в каком-то, проходить какие-то уроки. Это могут быть судебные процессы, это могут быть обязательства какие-то. Так вот, он готов взвалить на себя какие-то обязательства в своей жизни, пойти по тяжелой дороге, по трудному пути. Но этот путь его обязательно приведет к свету, да. Сколько этот путь продлится, тоже вопрос, но этот человек готов брать на себя обязательства. Дальше посмотрим, давайте. Сегодня нам карты вот прям такие вещи раскрывают. Буквально вот в первых даже в преддиагностике. Ну, смотрите, король чаш, король водной стихии, любви. Он любит,
у него есть дама его сердца, которую он очень любит, и с которой он испытывает страсть. У некоторых он готовит вывод отношений на более серьезный уровень, предложение руки и сердца. Вот он даже хочет этого, да. У некоторых возобновление отношений. Давайте дальше посмотрим. Еще один король. Король мечей. Небольшие финансы есть. Небольшие финансы. Он держится даже за небольшие финансы, за то, что сейчас имеет. Возможно, он также думает о своих детях, беспокоится о детях и также хочет детей. Вот у некоторых такой момент. Давайте будем начинать. Так. И начинать мы будем вот с этого короля жезлов. Планирует ли он встречу? Я сейчас разложу в начале расклад, потом посмотрим, что нам расскажет карта. Итак, планирует ли он встречу? Он пока раздумывает, у него, как, понимаете, он думает, планировать, не планировать, прийти к вам с победой, да, вот таким вот завоевателем, с помощью к вам или нет. Ну, то есть, как бы помочь, может быть, в чем-то. Он сейчас на пороге того, что ему нужно принять решение. Это решение он еще не принял. Мы посмотрим позиции будущего, но пока он ничего не принял. Он хотел бы к вам прийти, возможно, таким показать себя: я победитель, я все могу, я могу тебе помочь. Но пока это, видимо, не тот путь, который он бы хотел, ну, как бы выбрать при встрече, да, потому что здесь это показано не то направление. Он пока не знает, как будет лучше и как спланировать какую-то встречу, как появиться в вашей жизни. Но я говорю, вот то, что мне идет, каждый свое берет, потому что могут быть, каждый услышать свое. Вот. Ну и как бы пока он в сомнениях. Мы посмотрим, что за сомнения у него. Здесь есть какая-то женщина еще. Он прячет наличие какой-то женщины, или просто вы даже, может быть, знаете, что эта женщина есть. Это женщина, которая следит, возможно, за ним, которая препятствует как-то отношениям вашим. Вот здесь женщина, которую он прячет. Есть женщина у него, которую он прячет, поэтому, возможно, и по поводу встречи он не уверен. Он хотел бы кем-то показать себя, каким, видимо, не является, из-за того, что да, есть еще кто-то. Да? То есть маску где-то, может быть, носит этот человек. Ну и давайте в будущем посмотрим. Здесь есть зависимости у него, зависимости. Когда есть зависимость, а зависимость это, возможно, связано с этой женщиной, материальная или еще какая-то зависимость, да, может быть, то, естественно, человек не готов ничего планировать. Он поступает так, как ну, на данный момент ему, как говорится, возможно. Но дело в том, что этот человек как будто бы хочет освободиться от своей зависимости. Здесь карты мне показывают, что он хочет освободиться от своей зависимости, от того, кто ему ставит ограничения в его жизни. Отрубить он это хочет. И карты показывают, что он умеет справляться со своими зависимостями. И у него все получится, было бы желание.
Но пока, конечно, в итоге этой встречи я не вижу. Я сейчас возьму еще одну карту. То есть пока он не планирует каких-либо встреч, итог возьму. Хорошая карта. И она может говорить о каком-то празднестве, какой-то встрече может говорить. Но также может говорить о том, что у человека есть в наличии другие люди, с которыми ему нужно решить какие-то вопросы. У каждого может проиграться свое. То есть однозначного ответа на данный вопрос здесь нет. Здесь есть третьи лица, есть обстоятельства, которые по дьяволу там его где-то ограничивают. Не обязательно, конечно, это женщина, но вполне себе вероятно, потому что вот она на одной линии с этим дьяволом. Вот. Ну и может прийти, может он, конечно, с вами встретиться, но встречу как таковую он пока не планирует. Вот такой мужчина. Так, давайте следующего посмотрим. Это будет король Пентаклей, и мы спросим у него, планирует ли он встречу. Также я вначале выложу, потом посмотрим, что нам карты расскажут. Давайте вот еще одну карту, как в тот при другом короле возьмем. Итак, этот мужчина, скорее всего, планирует встречу с вами. Он может дать о себе знать, может быть, какое-то послание небольшое, да, но он планирует, он готов взять на себя какие-то обязательства. Он будет мало-помалу, да, строить отношения. Этот человек готов взять обязательства не только за вас, например, но и за детей, если у вас есть дети. Этот человек очень серьезно к вам настроен. Конечно, он планирует. Что он прячет? Ну, прячет, конечно, любовь, да, он вас любит, очень любит. Может быть, где-то были между вами отдаления, может, вы на расстоянии, но это для того, чтобы вы прошли какие-то уроки в своей жизни. Он прячет, что ему тяжело от того, что если вы не рядом, то что он устал от одиночества, ему плохо. И, возможно, поэтому он готов на себя брать любые обязательства, которые касаются вас, да. Да, этот человек планирует встречу. Давайте дальше посмотрим, что будет. Здесь карты показывают о том, что устал он от всякой борьбы, от того, что ему приходится где-то вести себя, ну, как бы за что-то бороться. Он просто хочет решить, что для него важнее. Он хочет сделать правильный выбор. Он не хочет ничего, ни за что бороться, просто хочет спокойной жизни, как мне здесь карты показывают. Такой вот, чтобы его понимали, чтобы было согласие друг с другом, умиротворение, да, вот такого плана. Он будет к этому идти. Вот если вы такой человек, с которым ему хорошо, он обязательно пойдет навстречу к вашим отношениям. Ну и что тут? Здесь карта выбора, нужно принять ему выбор, принять какое-то решение, пока он этого решения сделать не может. Возможно, для того, чтобы быть с вами, ему нужно будет бороться за что-то, да, ну, бороться с кем-то или с чем-то. Пока он выбор еще не сделал, поэтому планирует он встречу, да, планирует, но будет ли эта встреча в ближайшее время, пока он стоит на развилке. Давайте дальше посмотрим. Следующий король, король чаш. И как
И в предыдущих раскладах я вначале разложу, планирует ли он встречу, и еще одну карту возьму потом. Что нам он расскажет? Так, ох, у него здесь две женщины, смотрите. Есть женщина мечей какая-то, есть женщина пентаклей, может быть, это одна женщина, но наличие двух женщин тут ну, как бы определенно есть. И он себя чувствует, ну, как бы несколько с ними одиноко или холодно. Он сейчас пытается заглянуть в себя и пойти к чему-то другому, может быть, к тому, что оставил в своем прошлом. Ну, давайте посмотрим эту позицию. Да, он оставил королеву любви своей, королеву чаш в прошлом. Он хотел бы преклонить перед ней колено, допустим, да, как буквально иногда я на картах читаю. Он хотел бы извиниться, возможно, за что-то, но именно эта женщина, на которую он вспоминает из своего прошлого, видите, да, звезда показывает в эту сторону. В карте отшельника именно здесь его сердце осталось, его радость, его счастье. Но здесь есть у него две какие-то женщины, те, которые, может быть, не обязательно с ним живут или он там встречается с ними, но они для него не доставляют какого-то счастья, не дают ему. Он планирует встречу, но не с этой женщиной, не с женщиной своей любви, а с тем, что у него есть другие, да, он пока ничего не планирует совершенно, он только думает. И то, что вспоминает, где оставил свою любовь. Давайте посмотрим будущее. Какие замечательные карты выходят. Они говорят о том, что колесо фортуны повернется, колесо судьбы подарит какую-то радость или удачу. Оно позволит ему встать на ноги, может быть, даже обновить отношения с женщиной из его прошлого. Если вы дама чаш, женщина водной стихии, это вы. Это вы, его женщина, с которой он хотел бы изменить свою жизнь, свою судьбу. Если вы одна из этих женщин, здесь можно смотреть именно по стихиям, то здесь он чувствует одиночество, здесь ему что-то не хватает. И попробуйте, действия всегда меняют жизнь людей, попробуйте что-то изменить, если у вас что-то не получается с данным партнером. Давайте итог посмотрим. Это карта мира. Это карта мира, как вот я говорила, если где-то была тут ссора, обязательно будет примирение. И, возможно, примирение будет, и все встанет на свои места в этом четырехугольнике, да. Вот такой мужчина здесь пришел сегодня. Давайте дальше посмотрим, сколько женщин у него, да. Так, ну давайте еще посмотрим. И это король мечей. Давайте, планирует ли он встречу. Предыдущий король, я так сказала, что он пока ничего не планирует, да? Да. А этот, давайте спросим, планирует ли он встречу. Еще одна захотела карта, ну, возьмем.
Да, этот король планирует встречу с человеком, который ему близок по душе. Он хотел бы этой встречи, хотел бы перемен каких-то в ваших отношениях. Здесь, конечно, хотел бы, чтобы вот за его, ну, как говорится, поведение ему, а он считает, что ведет себя очень достойно, чтобы ему была какая-то награда, чтобы ему повезло быть рядом с человеком, который ему близок по душе, который его понимает. Он планирует встречу, он хочет этой встречи, но в то же время он хочет именно взаимопонимания в отношениях. Обратите на это внимание. Что здесь посмотрим? Он прячет, здесь есть женщина. Женщина-королева огня, огненной стихии. И это может быть и вы, это может быть какая-то еще одна женщина. И здесь он проходит с этой женщиной процесс очищения. Он чувствует, что ему нужно, что он проходит процесс очищения в отношениях с какой-то женщиной. Может быть, от чего-то освободиться, может быть, он освобождается от каких-то того, что мешало отношениям, от каких-то врагов. Да? Вот сейчас он проходит вот такой момент. Это то, что он прячет и не показывает. Но в будущем он, конечно же, он идет к любви. Но здесь есть определенные моменты, где он просто не знает, что делать и как поступить с материальными какими-то ценностями вообще в своей жизни. Того, что он, может быть, если пойдет в одну сторону, он лишится чего-то, да, он боится, может быть, каких-то лишений, каких-то комфортных условий для своей жизни. Может это связано быть с этой женщиной, да? Вот, ну вот так вот я сказала, так как мне пришло. Здесь так вот. Давайте итог тогда посмотрим. Встреча будет, скорее всего, но есть просто в отношениях какие-то определенные нюансы, но мы сейчас это не рассматриваем. Мы смотрим итог. Ну, по итогу, конечно, он будет бороться за свое место под солнцем. Он будет выдерживать любые обстоятельства, которые у него в жизни будут. Он очень достаточно сильный человек, у него все обязательно получится. Он будет идти к тому, чтобы у него все было хорошо и в финансах, и в отношениях с вот этой женщиной, возможно, да, потому что другой здесь нет, и здесь все также жезловые карты выходят, то есть вот все, что связано с этой женщиной, это вы, скорее всего, да, он будет к вам стремиться, он будет стараться, чтобы в ваших отношениях все наладилось. Но нужно пройти какой-то период очищения, избавиться от какой-то вины, может быть, от каких-то определенных ограничений или проблем в ваших отношениях. Это может быть и связано с материальными, да, вещами. Но эта женщина его страсти, не обязательно рассматривать ее как представителя огненной стихии. Он будет бороться за то, чтобы у вас все было хорошо. Вот такой мужчина. Ставьте лайки, приходите на мой канал еще, подписывайтесь, пишите комментарии. И всего вам доброго, до новых встреч, до свидания.